Всем привет! Меня зовут Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. И я хочу начать запись цикла роликов, посвященных проектированию и строительству вашего дома. Уже более 16 лет мы занимаемся разработкой готовых индивидуальных проектов домов. Их на нашем сайте уже более 500. Более 300 построены и успешно эксплуатируют. На основании опыта общения с нашими заказчиками я хочу рассказать про основные вопросы, которые возникают в процессе проектирования, выбора проекта и строительства дома. Что, зачем и в какой последовательности нужно делать, чтобы весь процесс от проекта до новоселья прошел максимально комфортно, быстро, без задержек и лишних затрат. Сегодня я покажу вам простое упражнение, которое позволит вам определиться с тем, какой дом все-таки вам нужен. Для этого вам понадобится ручка и листок бумаги, а также ваш семейный совет, который будет участвовать в выборе вашего дома. Смотрите, что нужно сделать. В первый же момент, когда у вас возникла мысль о том, что вам нужен свой дом, перед тем, как идти к архитектору или лазить в интернете в поисках дома своей мечты, вы должны определиться с тем, какой дом все-таки вам нужен. И для этого есть простое упражнение, которое позволит точно определить площадь того, что вам нужно. Для этого вы должны внимательно посмотреть по сторонам на те помещения, в которых вы сейчас живете. На ту кухню, на которой вы готовите, на спальни, в которых вы находитесь, померить их размеры рулеткой и посмотреть, достаточно ли площадей существующих помещений, чего не хватает, где хотелось бы больше, а где наоборот можно сделать меньше. И сделать следующее. Написать на листочке бумаги следующие пункты. Первый пункт. Сколько человек будет жить в доме? От этого зависит то, какая нужна будет котельная, сколько спален, как этот дом будет использован. После этого составьте список помещений от входа до всех санузлов, которые вам действительно необходимы. Делайте это без запасов, смотря на те помещения, в которых вы сейчас живете. Ведь одному человеку достаточно кухни в 10 квадратных метров, а другому и 20 будет мало. Потому что он любит готовить, и ему нужно место для расположения всей его утвари. Другому достаточно 10, в которой он будет комфортно разогревать купленную в супермаркете еду. И с мыслью, что каждый метр в строительстве дома будет стоить от 600 до 1000 долларов. То есть, если вы сэкономите 5 квадратных метров общей площади дома, вы выиграете 5000 долларов стоимости строительства. Поэтому составляем перечень помещений, исходя из ваших личных потребностей. Начиная от входа, для того, чтобы дом был энергоэффективный, в нем желателен тамбур. Потом, вам нужны спальни, где вы будете спать, или будут спать ваши дети. Предположим, что для супругов достаточно спальни в 16 метров квадратных. Пишем спальня 16 метров квадратных. У нас двое детей, поэтому детские 2 по 12 метров квадратных. Если мы работаем дома, то нужен кабинет. Думаю, достаточно 10 метров квадратных. Если к нам приходят в гости постоянно, приезжают родственники, то неплохо иметь гостиную, предположим, 20 метров квадратных. Мы любим готовить, нам нужна удобная кухня 16 метров квадратных. Но к этому всему будет коридор, предположим, 6 метров квадратных. Также нужна котельная, в которой будет размещено отопительное, очистное оборудование, вентиляционные установки. Желательно 10 метров квадратных. Если хотим, чтобы был в доме гараж, значит тоже его сюда записываем. Гараж. 2 машины, 40 метров квадратных. Если дом будет двухэтажный, то значит будет лестница, которая занимает площадь 4 метра квадратных. 2 санузла. 2 по 6 метров квадратных. Итого 161 метр квадратный. Дом 2 этажа с гаражом на 2 машины. То есть дом большей площади нам не нужен. И смотреть на проекты или дома больше не имеет смысла. И исходя из этой площади, мы уже смотрим проекты домов, общаемся с архитектором и ищем то, что нам понравится. Это сделать просто, это сделать необходимо. Таким образом, вы будете не на глаз, а совершенно точно понимать, какой же дом вам нужен. Вот так, друзья. Мы рассказали вам о том, как определиться с площадью вашего дома. Подходите к этому максимально серьезно. Ведь точный подсчет может вам сэкономить деньги, достаточные для того, чтобы закончить стройку
а не оставить на долгие годы недостроенный фундамент большого дома, который на самом деле вам и не нужен. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео.